Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и у нас сегодня будет на обзоре портативный приемник ICOM IC-R15. Это свежая модель, но принимает она, к сожалению, только в аналоговом режиме. У нее диапазон принимаемых частот от 100 до 500 МГц, есть амплитудная модуляция, есть узкая частотная модуляция и есть прием широковещательных в FM-модуляции. Какие преимущества у данного приемника? Да? Большая батарея на 3280 мАч, USB-порт для зарядки, есть SD-карта с возможностью записи переговоров, причем пишет она переговоры как в активном режиме только, да? Как и ID50. Про ID50 я тоже дам ссылку на ролик, там можете посмотреть, ознакомиться. Но мы еще и сравним, да, как они пишут обе на SD. Так, дальше. У нее достаточно удобное управление, но клавиатура усеченная, так же, как и у ID50. Антенный разъем здесь, SMA розетка стоит, тоже это хорошо. Что еще? Есть у нее функция VSC. Voice Squelch Control. То есть автоматическое определение именно голоса на канале и включение динамика только при наличии голоса. То есть всякие помехи, сигналы она сможет выделять, и вам, вы не будете их прослушивать. Это тоже удобно. У ID50 такой функции нет. Дальше. Есть у нее Bluetooth для подключения гарнитур беспроводных. Есть у нее влагозащищенный корпус IPX7, то есть вы можете погружать даже данный приемник в воду. Построен он на супергетеродине с двойным преобразованием частоты. По техническим характеристикам я позже скажу. Заявлено у него 150 выборок при сканировании в секунду. Мы это тоже проверим. Но давайте начнем тогда с приема. Сравним заодно ID50, IC-R15. Передавать будем с настоящей радиостанции Motorola R7. Принимаем на радиостанцию ICOM ID50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Принимаем на приемник ICOM IC-R15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, давайте теперь познакомимся с конструкцией и управлением. Я вам продемонстрирую, как управлять данным приемником. По комплектации все стандартно, станка на зарядке в комплекте не идет, потому что есть USB-порт, и, соответственно, производитель предполагает заряжать аккумулятор именно через сторонний адаптер и через этот порт. Рядом у меня лежит ID50 для того, чтобы сравнить габариты, потому что по функциональности станции похожи, но это полноценная радиостанция, это просто приемник, но у него есть свои преимущества, я позже расскажу. Давайте я тогда буду включать его, заодно посмотрите, как он быстро включается. Есть индикация заряда батареи, цветной дисплей у него с подсветкой, клавиатура тоже не полноразмерная, то есть усеченная, но привыкнуть к ней можно достаточно хорошо. Она управляется, все продумано. Здесь также сверху у нас двойной регулятор, регулируется громкость и, соответственно, навигация по частотам осуществляется. Антенна здесь такая же, как и у ID50, тут стоит не родная, 270 FAS270C, она называется, не очень она, честно сказать, я вам графики позже приведу. Антенный разъем, SMA розетка, что хорошо. Дальше, давайте эту сторону будем смотреть. Здесь у нас регулятор шумоподавителя, соответственно, так, громкость давайте я уберу. Когда мы его нажимаем, можем регулировать порог срабатывания шумоподавителя. Да? Авто есть открытый и 9 уровней. Давайте я на авто оставлю. С этой стороны у нас также с левой есть слот под microSD карту. Мы проверяли на ID50 32 гигабайта, она нормально определяется, больше вряд ли. Но, опять же, здесь пишутся файлы в стандарте WAV, и буквально там, скажем,
5 секунд занимает 100 с лишним, ну там 150 где-то килогерц, то есть пишется формат 128 килобит в секунду. Поэтому, ну, даже 8 гигабайт карточка дешевая будет у вас очень долго заполняться. С этим проблем, в общем, нет. Дальше, с этой стороны, джек на наушники, он 3,5 мм имеет диаметр. Ну, соответственно, любой там наушник вы можете подключить. Ну и вот снизу тоже под заглушкой Type-C порт находится для зарядки аккумулятора и для подключения к компьютеру. Сзади клипса, крепление аккумулятора. Так, давайте теперь я буду показывать вам меню, да. Смотрим. Во-первых, вот такое оно упрощенное, ну, то есть всего 5, да, разделов. Так еще и есть Simple мод, где вы можете выбирать, например, категории, да, ну, вот то, что с завода, да, вынесено. Авиа, частоты, и здесь уже кое-какие города записаны, например, Франкфурт, да, но, то есть всего 5 городов, как видите, здесь указано, поэтому, ну, заполнять придется самостоятельно, если будете Simple режимом пользоваться. Также есть морские каналы, запомнены здесь все. Видите, вот я, например, 16 канал, 17 канал, включаю в том числе с дуплексом. Дальше по меню можем, естественно, выйти из симплексного меню, из Simple меню симплексного. Есть запись переговоров. Если у вас карта вставлена, то, соответственно, вы здесь можете прослушать. Ну и опять же, файл обычный в формате WAV, вы можете на любом компьютере его прослушать. Есть FM-радио, естественно, отдельно. Ну и каналы памяти, как вы видите, можете самостоятельно заполнять. Разделы меню основного показываю. Так, все, да, сканирование, функции, дисплей, звуки, выбор времени, SD-карту вы можете отформатировать, например, Bluetooth есть у данной станции, здесь информация о приемнике и о степени заряда батареи, также количество циклов заряда мы видим. Так, что вам показать? Ну, давайте я, например, функциональность, да, вам покажу. Есть автоматическое выключение питания, есть режим сохранения батареи. 1 к 1 примерно он стоит с завода, мы уже измеряли, я видел на графике, как выключается, включается батарея. Так, блокировка клавиатуры. Так, передача данных, USB Connect, как будет осуществляться, либо просто карта, либо только для зарядки, ну, это стандартно, да, GTR 1 здесь выбирается. Так, картинку вы можете при загрузке поставить. Так, по дисплею, яркость дисплея, естественно, регулируется, как видите. Давайте я вам тоже быстро покажу все, что здесь есть. Так, кстати, да, по языкам у нас европейская версия, но английский и японский только доступны языки. Ну и, в общем-то, все. Приемник очень простой. Давайте я вам тогда покажу еще, ну, хорошо, вот по сравнению, например, с ID50, здесь у нас можно включить запись сразу. Если у вас карта установлена, здесь, как видите, этой кнопки нет и приходится через Quick меню заходить. Здесь же вы можете сразу нажать, если что-то активное появилось на канале, вы можете одним нажатием клавиши запустить. Сканирование также есть здесь, ну, здесь оно тоже было. Как пользоваться, да, например, вы можете сразу, аттенюатор, кстати, здесь больше, тут один только уровень, здесь аж 4 уровня аттенюатора ставится. Давайте я уберу его. VSC функцию я вам тоже покажу, очень интересная функция для того, чтобы не слушать ненужные сигналы, вы можете только голос прослушивать. Ну, по шагу сетки я вам хотел показать, как видите. Кстати, если вы зайдете, например, давайте я вам
покажу, как еще навигация осуществляется. Ну, там бенд можно выбрать, но можно и таким образом, то есть сразу по мегагерцу переходить, да. Вот, например, 116, да, я мегагерц включаю. Так, и тогда, да, 8.33 шаг появляется, я для этого это сделал. То есть, как навигация осуществляется? Вы можете по мегагерцу ходить, либо по шагу сетки. Здесь также вы можете выбрать бенд сразу. Эти бенды вы можете сохранить. Вот, например, 146, 050, да. Дальше, что здесь еще есть? Тоны, VSC функции я вам уже сказал. Это шаг сетки частот, аттенюатор, фильтры, battery статус. Вы также можете здесь запись включить, FM радио включить, B-band вы можете включить, то есть слежение за вторым каналом. Так, а как его сразу интересно отобразить, чтобы 2, да, отображалось? То есть, видите, вы можете... ну вот, да, 2 канала, то есть 146, 100 и 434 сразу. У этой станции, к сожалению, по сравнению с ID50 нет спектра отображения, ну, то есть и навигации по спектру. Я на вот эту станцию ролик большой вам тоже приведу, можете посмотреть, сравнить. Но мы еще в выводах расскажем тогда о их разнице и преимуществах, недостатках. Теперь давайте я продемонстрирую функцию VSC, Voice Squelch Control. Так, смотрите, я демонстрирую функцию VSC, которая есть в приемнике. Вот видите, на дисплее сейчас горят символы VSC. Что это такое? Это автоматическое определение голоса в эфире. То есть не будет приемник открываться на всякие вызывные сигналы, на помехи в том числе. Вот я специально сейчас встал на частоту 434 МГц, и ID50 не имеет функции VSC. Как видите, что происходит. Смотрите, я громко сейчас добавлю. Вот, постоянно лезет помеха. Сейчас на авто стоит у нас шумоподавитель. Соответственно, помеху он принимает. Теперь я начинаю излучать голос, смотрите. Раз, два, три, раз, два, три. То есть голос он, естественно, тоже принимает. Теперь я громкость убираю на минимум. Здесь, как видите, приемник ICR15, он помеху эту не принимает. Начинаю излучать на 434, громкость здесь стоит приличная, слушайте. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Принимаем на приемник ICR15. Видите, то есть вас не будут досаждать помехи излишние с этой функцией. Очень удобно. Так, давайте теперь замерим скорость сканирования у приемника и у радиостанции ID50 сравнимых. Ну давайте проверим скорость сканирования тогда. У приемника заявлено 150 выборок в секунду. Давайте я тогда сейчас запускаю. 25 килогерц стоит шаг сетки. 4 секунды, грубо говоря, да, нам понадобилось. Соответственно, 20 мегагерц, да, он успел пройти за 4 секунды. Это 800 выборок. 800 выборок за 4 секунды. 200 выборок в секунду получается. То есть даже больше, чем заявлено. Отличный результат. Ну и давайте сравним тогда с ID50, то же самое, проделаем ту же самую процедуру. Тоже я поставил аттенюатор, чтобы он ничего не принимал, снял антенну. 25 килогерц у нас шаг сетки. Так, кстати, 25 ли килогерц, давайте проверим. Нет, 12,5, 25, так. Ну давайте, запускаю тогда, да. Смотрим, сколько здесь 20 килогерц, ой, 20 мегагерц пройдет. Ну, грубо говоря, да, в районе 6 секунд понадобилось. Ну, здесь, как видите, поменьше.
Но все равно очень прилично он сканирует тоже. Но, как видите, отлично она сканирует. То есть, если брать какую-то китайскую станцию там, с 5 выборками в секунду, здесь она, конечно, ну, в десятки раз быстрее. Дальше давайте я вам тогда покажу, как она принимает авиа. Так, смотрим информационный канал со штатной антенной. Авиадиапазон. Как видите, громкость сейчас уже достаточно высокая стоит. Станция не принимает. Ставим SRH 789 антенну. Тогда телескопическую на том же месте. У нее разъем тоже SMA вилка. Так, ну вот в собранном виде она не принимает, она от 95 МГц, поэтому делаем ее подлиннее. Ну что, достаточно чистенько прием. Все нормально. Сейчас еще в технических характеристиках покажем, какая чувствительность в амплитудной модуляции в этом диапазоне. Так, смотрим на этой частоте, на информационном канале, измерим тогда чувствительность. Это как раз примерно середина диапазона, да, авиационного. Давайте я буду увеличивать тогда. Ну вот где-то 111 dBm, уже сигнал чистенький. Так, ну давайте теперь остановимся на технических характеристиках. Мы измерили в нескольких диапазонах чувствительность, во-первых, да, на авиадиапазоне в амплитудной модуляции минус 111 dBm она принимает 0,63 микровольта. Это на 145 МГц, то есть двойка, да, любительская, вообще отлично. У нас фактически предел генератора нашего достигнут, минус 137 dBm, это аж 0,03 микровольта всего лишь. На речном канале мы тоже проверили 300,2 МГц, минус 126 dBm, это 0,11 микровольта. Дальше, на всякий случай, мы проверили частоту 255-550, это Satcom, минус 122 dBm, 0,18 это микровольта, тоже отлично. На 434 МГц, то есть середина диапазона 70 сантиметров, минус 126 dBm, это 0,11 микровольта, то есть отлично. А теперь цветной дисплей, да, у приемника потребляет он достаточно много в режиме ожидания, вот в таком виде, да, когда подсветка основная отключена, но экран остается читаемым. Она потребляет 79 миллиампер. Это, ну, вполне нормально для такого исполнения. Так, в режиме сканирования она потребляет в районе 210 миллиампер. То есть, когда мы идем по каналам и нет активного канала, то есть динамик выключен. При включенном динамике она, ну, опять же, зависит от громкости, но я взял 300 миллиампер потребления, и в итоге с батареей 3280 миллиампер мы получаем в цикле 5590, но здесь 5% режим сканирования, 5% прием и 90% режим ожидания. Мы получаем 34 часа работы с такой батареей. Это отлично, то есть вообще никаких вопросов к ней нет. Приемник у вас будет работать много. По антенне. Антенну мы эту уже проверяли. Она идет так же, как и штатная антенна с ID50. Не очень она в двойке, она имеет минимальное КСВ 1,32 на 147 МГц, комплексное сопротивление 39 Ом, и наверху она имеет минимальное КСВ 2,27 на 469, то есть на самом верху диапазона. Это не очень, она широкополосная, но принимает так себе, конечно. В авиа она, то есть, вообще не принимает, и вы видели это в демонстрации, то есть даже информационный канал, он не принимается.
Все, давайте тогда переходим к преимуществам и недостаткам. Как обычно, начнем с недостатков. Сразу, как я уже говорил, это антенна. Нет анализатора спектра. Второй недостаток. У ID50 он есть, у этого приемника почему-то они эту функцию исключили. Может быть, конечно, в будущих прошивках она появится, но пока не заявлена, и в меню я, естественно, ее тоже не нашел. Ну и еще, уже мы короткий ролик выпустили, много пишут о том, что это приемник прошлого века, у него нет цифры. Ну да, как бы у iCom до сих пор выпускается ICR30, где есть цифра, но цифра опять же только D-Star, а не DMR, например, которая нужна была бы сейчас. Ну, как есть, да, тоже запишем это в недостатки, что она принимает только в аналоговом режиме FM и AM. Теперь по преимуществам. Как видели, VSC функция, да, отличная, то есть она работает, отрабатывает фактически сразу, то есть после приема, да, она снова включается без проблем. Батарея большая, тоже это преимущество. Запись на карту, тоже я вам покажу, кстати, я вам не сказал, да, пишут они одинаково, 128 килобайт в секунду у них качество записи, и, ну, в общем-то, без проблем, голос без искажений, в отличие, например, от Хайтеры, от той же, да, от HP 785, там 8, по-моему, килобайт в секунду всего лишь был файл, поэтому здесь, ну, раньше, как вы помните, MP3 музыка, да, была в 128 килобайт в секунду, то есть вполне приемлемое качество, ну, то есть этого достаточно, опять же, объем качество, да, если брать эту зависимость, то, наверное, 128 это будет оптимальным. Принимаем на радиостанцию iCom ID50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Принимаем на приемник iCom ICR15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше еще одно преимущество, USB-порт, да, аккумулятор заряжается без проблем. Единственное, мы не проверили ток заряда, но вот у этой станции 0,8 ампера, я думаю, что здесь то же самое будет. Мы, ну, батарея еще полная, не стали новую станцию заряжать дополнительно. Дальше, влагозащита, естественно, это iCom, никакого вранья здесь нет, она погружение будет выдерживать, опять же, станция новая, я погружать ее не стал, но у меня сомнений нет, что она это выдержит без проблем, уже на многих станциях iCom-овских мы проверяли. Еще одно преимущество, супергетеродинный приемник, тоже, как видите, по чувствительности все отлично. По блокированию тоже аттенюатор, кстати, есть 4 уровня, то есть вы можете ее использовать и как базовую станцию без проблем, ну, то есть базовый приемник. В итоге, как обычно, я оценку не поставил, но поставлю, как бы, опять же, есть, да, недостатки, поэтому 4 балла, но я приемником доволен, интересный и привыкается быстро к его управлению. В общем-то, то, что нет полноразмерной клавиатуры, тоже было бы, наверное, удобнее, естественно, но и так управлять можно. Мы вот в лаборатории ID50 используем постоянно, никаких проблем уже не испытываем. Поэтому 4 балла. На этом закончим. У кого есть вопросы по нему, пишите. На ID50 я вам ссылку дам на видео, на большое. Тоже, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На этом тогда закончим. Всего вам доброго. До свидания. Viva Telecom.